Здравствуйте, с вами Чехол СПБ. В этом видео мы покажем вам, как сшить косметичку. Распечатайте выкройку в 2 экземплярах. Саму выкройку вы найдете по ссылке в описании. Соединяем 2 половинки по центральной линии и склеиваем. Не забудьте сделать надсечки по меткам. Помимо выкройки нам понадобится подкладка, основная ткань, молния и 2 заглушки для молнии. Переносим выкройку на основную ткань. Для косметички мы выбрали мебельную ткань микровелюр. Она средней плотности и не осыпается. Вырезаем по контуру, проставляя метки. Складываем основную ткань с подкладкой изнанка к изнанке. Накалываем или сметываем. Настрачиваем, отступив от края 1-2 мм. Обрезаем лишнюю подкладку. Переносим метки на подкладку. Заготовим молнию. Если ваша ткань осыпается, то заглушки перед пошивом лучше обметать. Складываем молнию с заглушкой лицом к лицу. Край заглушки подгибаем на молнию на 1,5 см и прострачиваем, делая закрепку. Отмечаем середину на молнии и на заготовке. Скалываем молнию с основой, совмещая метки. Возможно, потребуется небольшая коррекция. Старайтесь, чтобы длина заглушек от края была одинаковой с обеих сторон. Сшиваем, максимально отступив от края. Лучше, когда тесьма молнии немного выступает. Делаем отстрочку по лицевой стороне. Совместите боковые швы и повторите операцию.
Расправляем швы и отстрачиваем, прихватывая край молнии. Соединяем боковые швы . По необходимости обрезаем запас на шов и окантовываем. Мы используем готовую косую бейку. Косметичка готова. Выворачиваем. Размер косметички очень удобный. Она подойдет как для повседневного использования, так и для путешествий. Добавьте немного фантазии и творчества, и косметичка может превратиться в небольшую сумочку или клатч. Небольшой лайфхак. Размеры косметички легко меняются раздвиганием или сдвиганием половинок выкройки. Удачи в вашем творчестве! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы.